Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Метель в горах Монтаны — это не просто непогода. Это стирание смыслов. 2 суток небо и земля поменялись местами. Плотная, колючая взвесь ледяных игл забивала щели, выла в печной трубе и превращала старое ранчо Сайлоса в крошечный ковчег, затерянный в океане белой ярости. Ветер, казалось, обрел голос. То был надрывный стон существа, которое старше самих гор. Сайлас, чье лицо за 70 лет превратилось в карту изрезанных морщин и шрамов от обморожений, сидел у камина. Он слушал, как старый дом скрипит суставами. Каждый раз, когда порыв ветра бил в бревенчатые стены, старик крепче сжимал кружку с остывшим кофе. В такие моменты тишина внутри казалась более гнетущей, чем грохот снаружи. 5 лет назад эту тишину заполнял смех Элеоноры, шелест ее страниц, звон посуды. Теперь здесь жил только он и память. Лишь на утро 3-го дня мир внезапно оглох. Наступила та самая хрупкая тишина, от которой звенит в ушах. Солнце, еще холодное и бледное, пробилось сквозь редеющие тучи, осветив изменившийся до неузнаваемости пейзаж. Сайлас с трудом отворил входную дверь, плечом проталкивая сугроб. Воздух, чистый и острый, как лезвие бритвы, обжег легкие. Сарай, где хранились запасы сена и инструменты, почти исчез под наносом. Только край крыши сиротливо торчал из-под снега. Старик прищурился от ослепительной белизны и вдруг замер. В 30 шагах от крыльца, там, где ветер вымел снег до самого наста, чернело пятно. Сначала он подумал, что это ветка сосны, принесенная бурей, но ветка была покрыта инеем и имела странную округлую форму. Сайлас надел снегоступы и, тяжело дыша, направился к находке. Подойдя ближе, он почувствовал, как в груди что-то кольнуло. Это был молодой бобкэт, рыжая рысь, чей мех в тени казался пепельным. Зверь лежал на боку, наполовину засыпанный снегом. Короткий хвост с черным кончиком был неподвижен, уши с кисточками прижаты к черепу. «Бедолага!» — прохрипел Сайлас. Голос звучал чуждо в морозном воздухе. Он наклонился, ожидая увидеть остекленевшие глаза, но вдруг заметил едва уловимое движение. Бок рыси дрогнул. 1 раз. Слабо, почти призрачно. Жизнь в этом теле еще теплилась, сжатая в крошечный кулак, где-то глубоко под заиндевелой шкурой. Сайлас выпрямился, глядя на горы. Разум старого фермера твердил: «Оставь, это хищник. Весной он загрызет твоих кур, если ты заведешь их снова. Это природа, она берет свое». Он помнил, как лесные коты таскали индюшек, как их крики будили его по ночам. Принести такого зверя в дом было нарушением неписаного закона гор. Но в голове всплыл другой образ — Элеонора. Она всегда была душой этого места. Он видел ее, как сейчас. Она стоит на этом самом месте, прижимая к груди раненого дрозда или хромую лису. «Сайлас», — говорила она своим мягким, но твердым голосом, — «мы здесь не хозяева. Мы — соседи. А соседям нужно помогать, когда их крыша рушится». Старик вздохнул. Он не мог оставить ее одну в этой пустоте. Ни рысь, ни память о жене. Он вернулся в дом за старым брезентом и толстыми кожаными перчатками. Осторожно, словно хрупкую вазу, он обернул коченеющее тело хищника и понес его не в жилой дом, а в мастерскую.
Это было отдельно стоящее здание, утепленное и пропахшее кедровой стружкой и машинным маслом. Там в углу он расстелил чистую мешковину, развел огонь в маленькой чугунной печке-буржуйке. «Только не слишком близко», — бормотал он сам себе. «Резкое тепло убьет тебя быстрее холода. Кровь должна вспомнить, как течь, а не закипеть». Он сидел на табурете в 3 метрах от зверя. Прошел час, другой. Сайлас чинил старую упряжь, стараясь не производить лишнего шума. И вот, когда солнце начало клониться к закату, мешковина зашевелилась. Рысь вздрогнула. По телу пробежала серия конвульсий. Нервная система пробуждалась от анабиоза. Янтарные глаза приоткрылись, но в них не было узнавания или благодарности. В них вспыхнул первобытный, ослепляющий ужас. Зверь вскочил на лапы мгновенно, хотя его еще пошатывало. Бобкэт припал к полу, обнажив клыки. Раздалось шипение, звук, похожий на раскаленный металл, опущенный в воду. Для рыси это место было кошмаром. Запах человека, запах гари от печи, стены, лишающие возможности бежать. Сайлас не пошевелился. Он даже не поднял глаз от ремня в своих руках. «Шипи, шипи», — тихо сказал он. «У тебя есть на это право. Я бы тоже шипел, если бы проснулся в логове у медведя». Рысь сделала выпад в сторону двери, но лапы подкосились. Она забилась под верстак в самую темную нишу, откуда сверкали 2 злых огня. Первую ночь они провели в молчании. Сайлас принес из дома миску с нарезанной сырой олениной и поставил ее на пол, после чего ушел в дальний угол мастерской, завернувшись в тулуп. Он не спал. Он слушал. Рысь не притронулась к еде. Для дикого существа еда от человека — это приманка в капкане. На 2-й день ситуация изменилась. Голод — великий учитель. Сайлас продолжал заниматься делами, точил топоры, перебирал гайки и все время говорил. Он рассказывал рыси о том, как 30 лет назад на этом склоне сошла лавина. Рассказывал о том, что Элеонора любила печь яблочный пирог. О том, что горы сегодня выглядят особенно равнодушными. «Ты думаешь, я враг?» — негромко произносил старик. «А я просто старый дурак, которому скучно. Ешь, малый. Тебе нужны силы, чтобы ненавидеть меня по-настоящему». К вечеру 2-го дня, когда Сайлас намеренно отвернулся к окну, он услышал мягкое шлеп-шлеп лап по дереву. Затем чавканье. Под верстаком больше не было мяса. Это был первый акт доверия, вырванный у природы силой обстоятельств. Зверь начал осваиваться. Его движения обретали прежнюю грацию. Сайлас наблюдал, как Бобкэт прыгнул на полку с инструментами. Легко, бесшумно, словно тень. Зверь изучал этот странный мир, переворачивал лапой коробки с гвоздями, принюхивался к запаху солидола. Но как только Сайлас сделал шаг в его сторону, рысь превращалась в сжатую пружину. На 3-й день пришла оттепель. С крыши с грохотом съезжали пласты снега, а воздух за окном стал влажным и тяжелым. Солнце заливало склоны ослепительным золотом. Сайлас вошел в мастерскую с тяжелым сердцем. В помещении пахло диким зверем, резким мускусным запахом свободы. Он увидел рысь, сидящую на подоконнике. Она смотрела в окно, и в ее позе было столько тоски по лесу, что старик понял — время вышло. Продлевать это заточение означало бы превратить спасение в тюрьму. «Ну что, сосед?» — сказал Сайлас, взявшись за дверную ручку. «Пора по домам». Он рывком распахнул тяжелую дверь.
В мастерскую ворвался поток холодного воздуха, пахнущего хвоей и талым снегом. Бобкэт мгновенно спрыгнул на пол. Зверь замер у самого порога. Прямо перед ним расстилался его мир. Бесконечные хребты, запутанные тропы, охотничьи угодья. Рысь обернулась. Это был долгий взгляд. В нем не было того, что люди называют «спасибо». Не было преданности собаки или ласки домашнего кота. Это был взгляд равного. Секундное признание того, что в этой ледяной пустыне двое существ на мгновение перестали быть охотником и жертвой. Внезапно, без предупреждения, Бобкэт сорвался с места. Он не побежал. Он полетел над снегом, мощными прыжками преодолевая сугробы. Рыжий мех мелькнул на фоне сосен и растворился в тени леса так быстро, будто его никогда и не было. Сайлас долго стоял на пороге. Его рука, покрытая пигментными пятнами, все еще сжимала косяк двери. Мастерская за его спиной внезапно показалась ему слишком просторной, слишком тихой. Он закрыл дверь и вернулся к печке. Бросил туда еще пару поленьев. «До встречи, парень», — прошептал он. «Только к курятнику моему не подходи. Договорились?» Старик сел на табурет и впервые за долгое время улыбнулся. Он понял важную вещь, которую Элеонора знала всегда. Жизнь нельзя присвоить. Ее можно только поддержать в ладонях, как огонек на ветру, а потом позволить ей гореть там, где ей место. На снегу перед мастерской остались лишь аккуратные отпечатки лап, которые медленно затягивало инеем. Ведь в мире, где каждый сам за себя, нет ничего сильнее, чем два существа, решивших однажды просто не бросать друг друга в беде. Любовь — это и есть единственный дом, который невозможно разрушить даже самым лютым морозом.